Ну что, добро пожаловать в Турцию. Ой, аромат, такой запах. Без солнышка, смотрите, вылезла. Welcome to Анталия, добро пожаловать. Ну что, господа, всем доброго морозного дня. Хотя оно весеннее, уж скоро лето. В Москве все зима, никак не уходит, поэтому самое время отправиться в теплые края, в теплые новые путешествия. Ну, для вас путешествие, для нас дорога домой, на второй дом. Россия, Турция, кто не знает, 2 года мы уже там прожили и периодически туда-сюда ездим. Все, устраивайтесь поудобнее, будет море теплых эмоций, будет солнышко, море, вкусняшек много поездок по отелям будет. Ну и, конечно, про жизнь Турции, по ценам все посмотрим. Давайте сразу вам лайфхак такой. В терминал С, если вы летаете, не на вылет летите, а на прилет. И справа здесь без очереди спокойно заходите. Народу вообще никого. И все, вот так на эскалаторе поднимаетесь наверх и оказываетесь сразу здесь, в зоне регистрации. Получается, мы минуем вот тот коридор. Очень удобно. Такой лайфхак вам. От проверенных людей нам сейчас посоветовали наши знакомые, мы так сделали. Все, летим мы аэрофлотом, нашей большой многодетной семьей, кроме старшей дочери, вот сын. Старший уже тоже стал. Кто его помнит с детства, знаете, как повзрослел товарищ. Уже паспорт получать будем в этом году. А кто смотрит канал давно, уже помнит, какой он был маленький. Полька он жил. Так, Победы, как всегда, огромное пространство для ручной клади. Не забывайте, что нельзя класть пауэрбанки в чемодан. Я один положил, для Полины взял запасной и забыл. Главное, от дрона все вытащил, все батареи. А это положил. Вот они меня хорошо предупредили. Там на первом входе просканировали, говорят, у вас там пауэрбанк, забудьте вытащить. Потому что их вынимают. Вам откроют чемодан, у вас там будет письмо такое с приветом. И вместо пауэрбанка у вас там письмецо, которое надо забрать отсюда. Потом этот пауэрбанк в течение там какого-то времени, если не забираете, платное хранение, а потом конфискация. Так что имейте в виду. Так, давайте атмосферу аэропорта, атмосферу отдыха вам. Здесь у нас последний контроль по отбору воды, как я говорю. Но обычно не отбирают, поэтому не торопитесь выкладывать. Там как повезет, скажете еще с детьми или не заметит. Если уж отберут, то выпейте. Так, пункт по отбору воды мы не прошли, точнее прошли, но без воды. Все отобрали, сказали, дети до 3 лет только. Ну, может, бутылку оставите, в бизнес-зал дети потом набрать. И главное, не кладите всякие крема и все остальное. Всех все отбирают. Не более 100 мл. Так, на паспортном контроле очень много народу. Не все кабинки работают. И прям очень долго обстоялись тут. Так что, да здравствует свобода. Окно в путешествие. Скажем так, друзья, поддержите обязательно видео лайком, вашим комментарием. И под видео все сервисы, все платформы, где можно посмотреть без VPN в хорошем качестве. Так что заглядывайте обязательно. Также под видео вся информация, кто хочет купить квартиру, да, в Турцию, Дубай, Таиланд. Или продать, если хотите, тоже в России, пишите. Лучшие брокеры, лучшие менеджеры вас встретят. С той стороны, куда вы прилетите, все бесплатно, все без агентской комиссии. Пишите за подбором, обращайтесь, потому что некоторые агентства делают подборы за деньги. Все бесплатно, за вас наплатит застройщик. Вот наоборот, мы даже вам бонусы даем на ключах. Вот, и по поводу туров тоже ссылочки на Жанну, на ее команду. Тоже под видео заходите. Так, и попадаем с вами в зону беспошлинной торговли, в зону Duty Free. Смотрите, как мало народу, как много народу везде, там на регистрациях, а здесь никого нет. Ну и правильно, не нужно всю эту алкашку закупать. Если вы едете в отель, у вас там и так все будет. Мы вот в квартиру едем, и то с собой ничего не берем, потому что стараемся меньше сейчас вообще все это употреблять. Травит народ, поэтому надо всего поменьше. Так, по поводу билетов на 4 на нас Победы Аэрофлотом обошлось тысяч, по-моему, 80, что-то типа того, но мы заранее брали. Потому что чем ближе к вылету, больше заполняемость, соответственно, цена дороже становится. Вот, так что мы вот так вот взяли. По поводу недвижимости за границей многие спрашивают. Знаете, вы прилетаете, вас встречают, то есть не надо никуда ездить, садиться, вас на машине возят. Все это бесплатно, не надо ничего платить, никакие туры, за них тоже платить не надо, потому что есть некоторые инвесторы, делают за деньги. А всех менеджеров лично я знаю сам, потому что я сам с ними ездил, тестировал их. Мы вместе по застройщикам катались, смотрели. Вот, какие застройщики, все проверено, все надежно, так что пишите, обращайтесь. В любой стране, Турция, Дубай, Таиланд, Россия. Так, мы сейчас отправляемся в бизнес-зал Шагал. Делайте себе Тинькофф премиум, стоит 2000 и проходите бесплатно. 2 прохода в месяц он дает. Вот мы с Полей прошли приложение Every Lounge, скачивайте. Ну, может здесь на месте, может заранее. И все, и проходите, смотрите, ой, народу стало мало. Сейчас, видимо, не это. И время, хотя народной регистрации очень много, прям очень-очень. Видимо, зима, все спят еще. В прошлый раз мы были, вообще сесть некуда было. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. У нас все включено. Ага, в аэропорту все включено, начинается с аэропорта. Так,
Вот такое уютное местечко нам удалось занять. С видом на самолет. Здесь же можно и массаж себе сделать. У нас сейчас время, смотрите, 7 утра. И охреневаю народ. Некоторые, смотрю, там 5 бокалов вина уже выпили. То есть куча бокалов. Вино белое, красное. Пиво хлещет. Я вот с утра вообще не могу. Меня не заставишь. Вот как суп есть не могу с утра. Так и вот алкоголь пить. Так, давайте обзорчик шведского стола. Можно считать, что бесплатно. Все включено. Ну, тоже для нас бесплатно. Потому что то, что мы сейчас проход списали, я за это не плачу. То есть 2000 я плачу Тинькову. Вот, но мне за это идет процент повышенный по вкладам. Я эти деньги окупаю. Плюс еще у меня привязывается к бизнесу счету, да. И на бизнес-счет там вывод идет, ну, как практически без комиссии. То есть очень круто. То есть мне это все полностью компенсирует. Так, блинчики, джемы, хлеб, паста болоньезе, сыр, колбаска. Я вот люблю бутербродик себе сделать с сыром, с колбасой. Так, еще колбаска, соусы, сметана. А, это у нас тоже майонез, кетчуп. Сэндвич можно даже прихватить. Вот, смотрите, у нас салатик крабовый. Так, здесь йогурт. Сверху все подписано, какой йогурт. Печеньки, пирожные. Вот так. Микроволновка. Здесь у нас компот. Очень вкусный. Всегда его здесь пью. И чай холодный. Здесь тоже безлимитно все, естественно, можно. Airways. Что тут? Дюшес даже есть. Кола зеро. Круассанчики. Здесь кофейку можно приготовить. Чайку налить. Латте, шматте, все, что хочешь. Кажется, вроде бы все. А нет, не все. Там у нас еще бар. В баре пиво точно есть. Вот, насчет крепкого алкоголя даже не узнавал. Вот, ну, может, какая-то водочка есть, не знаю. Надо смотреть. И здесь у нас еще одна зона со шведским столом. Так, здесь у нас еще алкозона. Подходишь, берешь. Хочешь бутылку? Некоторые прям бутылку себе ставят, стаканы пьют. Можно ледику взять. Что у нас тут? Шампанское. Брют. Шампусик и винишко. Вот такой белый и красный. Так, ну посмотрим, что у нас тут еще есть. Так, яйца отварные. Вот я очень люблю яичницу, назад яичницы здесь никогда нет. И последний раз ужин как-то скромненько был. Ну вот хотя бы яйца, может быть, пропенчить. Так, колбаса. Здесь у нас морская капуста, обычная капуста, салатики какие-то. С этим, вот, смотрите, какой. Забыл, как он называется. Винегрет, точно. Еще капуста, фасоль. Так, здесь у нас горячая артиллерия. Сегодня у нас это завтрак, правильно. Каша. Еще каша. Здесь, вот, смотрите, вот у нас и омлет. Вот такой омлет я люблю, такой толстенький. Помните, как в школе. О, прям обалденно. Сейчас я его заторопил. Здесь у нас гречка отварная, рис и сосиски жареные. О, аппетитно. Сейчас я себе омлетик с сосисочками-то и это. Так, здесь у нас еще сладкое, здесь пирожное. Безе, моя любимая, обожаю, когда безе внутри, в середине начинка такая, знаете, тягучая, такая сырая, вот прям вообще кайфует это. Так, здесь еще булки. Вот, ну и все. И опять бар. Вот так вот. Кто не был, заходите, очень удобно, потому что внизу, в принципе, получается, то есть 2000 проход и 2 прохода в месяц, двоих, да, то есть по 1000 за один проход. Вы за 1000 не поедите внизу. И максимум круассан за 500 рублей возьмут. И кофе там. Дай бог, за 500, я уже не знаю, сколько сейчас стоит, может уже 700. Вот и все. А здесь, получается, за 1000 едите. Но можно считать, что бесплатно. Потому что, как бы, еще эти деньги, можно сказать, возвращаются вам в виде каких-то бонусов, там, процентов по вкладам и так далее. Так что пользуйтесь и благодарите просто лайком, комментарием. Да, в поддержку обязательно что-нибудь пишите, любой там из 4-5 слов. Привет, все что угодно, вопросы задавайте. Зал тут классный, большой. Вот, но в прошлый раз вообще места практически не было. А сейчас очень много свободных мест. Там, кстати, еще одна зона есть. Там кофе. Давайте дойдем, покажу вам. Так, вот у нас еще кофеек здесь. И здесь вот стоят сухарики. Чипсы по вечерам бывают. А сейчас еще, видите, рахат лукумчик. И конфеток можно вишневых прихватить дорожку. А по вечерам чипсы тут бывают. Никита уже большой. Кофе просит покрывать. Но я ему не разрешаю, потому что это вообще вредно для сосудов. Ну ладно, иногда можно. Дома иногда у меня насколько в машинке делаю. Пьет по чуть-чуть. Это, Никита, вредно для сосудов очень. Даже взрослым. Но если только по чуть-чуть. Так вот уже вырос большой стол. Здесь, кстати, туалет есть. И там еще душевые кабины есть. И зоны для отдыха. Вообще можно отдохнуть, полежать. Вот здесь, смотрите, слип-боксы. Душевые. Ключик просите и вам открываю. Мне ни разу не удавалось слип-бокс поснимать, хотя я очень хотел. Сегодня выхожу, они слип закрыты. Надо где-то ключ брать. Все время эти слип-боксы закрыты.
Вот они, раз, два, три, и там еще две. Ну да. Зерновой, свежемолотый, свежеваренный кофе. Здесь, кстати, можно взять бутылочку воды, если у вас осталась бутылка. По месту подбора воды можете себе добавить водички. И, кстати, мне сказали, что на входе воду можно выливать про мусорку. Там, где стоят кулеры, можете себе налить. Вот я не нашел, но где-то они есть, представляете? Это кулеры там в общественной зоне. Такой аппетитный завтрак у меня получился. И с таким прекрасным видом. Вот, кстати, солнышко уже вылезает. Так, наелись. Теперь можно и, как говорит малыш, почилить. Расслабиться. Кстати, еще зарядки есть. Можно подзарядить гаджеты себе. Слушайте, да, вообще у нас что, сейчас середина апреля, а погода как зимой вообще в январе. 20 сантиметров вот недавно машину чистил было. Очень много снега. Так, ну все, мы свое отсидели, пойдемте на рейс. Главное не засидеться, потому что очень легко опоздать, здесь такой релакс. На самом деле очень удобно. А еще классно, когда рейс задерживают. Это, конечно, не очень классно, но здесь это время проводить вообще с легкостью. Просто сидишь и наслаждаешься. Еще раз поешь, раз кофе попьешь. Поэтому очень удобно, пользуйтесь обязательно. Газетку здесь можно почитать. Рекламу, которую мы делаем с 2007 года. Журнал, газет, сайты, интернет, радио, телек. А здесь у нас еще зоны duty free. Хотел в кафешку куда-нибудь зайти, вам цену поснимать, но с первой сейчас цен не было, которые я проходил. Так, смотрите, простая вода. 89 рублей. Видели? Прикол какой. По-моему, в Домодедово, во Внуково 50 рублей теперь вода стоит. В общем, какой-то умный товарищ, молодец, вообще красавец. Купил везде воду, собрал везде чеки, что вода там дорогущая очень. И в ФАС подал заявление, ФАС рассмотрел и сказал, да, у вас монополия, а там, получается, все эти магазинчики, все под одной компанией работают. То есть это как монополия. Все, и сказал, что вода по 50 рублей должна быть доступна. Но это в другом аэропорту. Видите, даже здесь по 89, вот в киоске продается. И 1 евро в duty free стоит. Ну, это тоже там 80. С чем-то там 90, по-моему, рублей получается. Так, вот смотрите, вот наша 136-я, никого нету. Мы засиделись реально. Хоть сама об этом говорю, сами чуть не опоздали на рейс. Все, садимся. Слушайте, реально это очень опасно. Вот сам все время говорю, и сами все время так засиживаемся. Смотрите, даже в туннеле практически никого нету. Не забывайте в Телеграм подписываться. Тоже под видео ссылочка первая. Все онлайн туда снимаю, там погода и как что, всякие полезности. Прям обязательно подписывайтесь. Это очень удобно. Никаких VPN, ничего. Все прям свежие новиночки, все новости у вас там будут. Сидим мы вот так вот 3 и 1. Самолет у нас простой, Airbus A321. Без телевизоров, без всего, без зарядок. Сейчас еще сказали, что пауэрбанками пользоваться нельзя. Литий-ионными. Потому что недавно был случай, загорелся пауэрбанк. Так что вот так. Ну, можно, наверное, так очень аккуратно, чтобы не загорелось. Кстати, если кто не знал, какая штучка откидывается, есть такая кнопочка, оп, и поднимаете. То многие не знают до сих пор, видите. Я всегда раз даже Никит сказал, ого. Я ему 100 раз об этом говорю. Что вот так вот. И вот здесь иногда подножка бывает дополнительная, чтобы до полки дотянуться. Вот на эту можно встать, бывает еще выше. И до короткого роста можно до полки дотянуться. Так, а вот это, кто не знал, такая штучка откидывается, и можно вот тут телефон положить, посмотреть, или пообедать, позавтракать тоже можно. На вопрос, сколько Полине лет? 8, мое любимое число. Полине дали подарочки. Журнал, такие кроссворды. Отгадайки, загадайки. Поля, там что у тебя в рюкзаке? Секретный рюкзачок. Секретный рюкзачок. Ты... Что там у тебя еще? Что-то пластилин? Нет, какие-то Какие-то карточки. карточки. Что? Это мелкие. Карандаши. Это мелкие. Давай дальше. Карандаши. Что такое? Что это? Это рисовать? Это рисовать. Магнитная доска тебе? Ничего себе. Магнит. Ой. А нет, это вот это. Да. Вот это. И А это что? всякие разукрашки, Прикольно. загадки. Никита, а ты что ответил? Сколько тебе лет? Мне 52. Никите не дали набор, у него был неправильный ответ. Детям 14 лет уже не дают, только паспорт дают.
Так, рисуешь, покажи как. А сбросить? Вытаскиваешь? Смотрите, еще можно подключиться к Wi-Fi здесь к местному. Интернета не будет, но будет внутренняя система работать, QR-код сканируете, у вас все развлечения будут, как вот здесь на мониторе обычно бывает, так у вас все в телефоне будет. Как удобно, берите с собой наушники, проводные, беспроводные, гаджеты свои, iPad можно, телефон и пользуйтесь. Так, лететь нам то ли 3,5, то ли 4 часа, я не замечаю, обычно не спрашиваю. И чем меньше сидите за временем, тем быстрее вы долетите. То есть включаете кино какое-нибудь и отдыхаете. Так, сейчас у нас время завтрака. Здесь у нас, смотрите, шоколадка, джем, масло. Здесь, смотрите, вообще как обильно тут. Там и колбаска, даже, по-моему, ветчина, сыр, яйцо, зеленушечка какая-то. Я выбрал блины, 2 блина с этим. С сырной ветчиной. Полина, что это такое? Макароны? Макароны с ветчиной. Макароны с ветчиной. Жанна, там каша. Еще йогурт, круассан. Слушай, ну объесться можно. Там чай, кофе на выбор, напитки. В общем, вот так. Я уже поспать даже успел. Ну что, добро пожаловать в Турцию. Ой, аромат-то какой, запах. И солнышко, смотрите, вылезло. И дождь, и солнце, все вместе было. Ой, кстати, обожаю прилетать вот так вот, чтобы на автобус без трапа. Сразу весь кайф ощущаешь. Такой, знаете, воздух обалденно вкусный. Народу огромное количество. Сейчас была даже пробка из автобусов. В общем, на паспортный контроль будем очень долго стоять. В общем, все массово едут в Турцию. Со всех стран. Охренеть, сколько народу. Слушай, столько народу я видел, мне кажется, только летом. Просто все стойки регистрации. Слушайте, ну несмотря на такую очередь, очень быстро работают ребята. Прям, смотрите, все рассосалось. Не знаю, сколько минут, 5, наверное, стояли максимум. Подсветочка наша с акулами отключилась. Рекламу сняли. Так, смотрим наш номер рейса. У нас 205-я выдача. О, туда уже едут коробки какие-то. Чемоданчики наши подъезжают, подъезжают и подъезжают. Так, здесь же у нас duty free, обменники есть. Обменники, сразу скажу, курс плохой здесь. Где-нибудь, если вы выйдете в город погулять, у вас будет получше курс. Даже, наверное, в М5 Мигрос, если вы доллары будете свои сдавать, вам, наверное, по более хорошему курсу посчитать, что потом невыгодный курс. Так, ну и потом сейчас как бы уже ВТБ мне прям смс прислал, что может QR-кодом оплачивать. Так мы все проверим в следующих видео. И вообще сейчас вроде все налаживается. Может, скоро и санкции снимут. Вот. В общем, еще какой-то банк платит. В общем, проверим. Я с собой куча карточек и МИР, и эти стикеры, и Union Pay, но они не работают Union Pay. Ну, посмотрим, может, за время пребывания заработает. Смотрите все видео, и вы обо всем узнаете. Коль, ты рада? Да. Хотела в Турцию? Да. Скучала по Турции? Да. А где лучше жить, в Турции или в Москве? В Турции? Почему? В Турции. Почему? Потому что там лучше. Чем лучше? Там нет снега. Снега, ты устала от снега? Кто-то, помнится, в начале зимы говорил: ой, снег, как я его люблю, как я по нему соскучил. Надоел? Да. Ну, пошли. Так, дютик тоже не пойдем. Здесь, смотрите, 1-литровая бутылка крепкого алкоголя на 1 паспорт. Так что имейте в виду, если тут не хотите тащить. В цене примерно то же самое. Вот, а шампанское, по-моему, 2 бутылки. Или 3, уже не помню. Так, вот обменник, евро 29, 27 лир за $1.
Ну, рубль, кстати, тоже может менять, не совсем будет невыгодно. 27, а сейчас курс. Сейчас там за 30-ку курс перевалил. Что-то мало у них очень здесь. У нас второй терминал. Так, выход туда у нас. Так, здесь же можно сим-карты себе купить, но тоже цены на симки есть будут дорогие. Видите, никого нету. Потом лучше где-нибудь в городе выйдете, купите. Или какой-нибудь 5 мигр поедете, там как будет официальная цена. Но сейчас вообще роуминг без проблем. Что там, 100 с чем-то рублей у вас мессенджер, а так вообще в отеле у вас Wi-Fi все будет работать. Ну что, и наша заветная надпись Welcome to Анталия, добро пожаловать. Ура, и солнышко нам подсвечивает. Вот кто помнит, раньше я снимал и говорил про частный трансфер, сколько здесь стояло встречающих на частный трансфер и сколько сейчас, смотрите, какое количество, да? Как люди комфорт полюбили. Частный трансфер, заказы, шопинг и едем. И, конечно же, наши любимые стоечки регистрации. Если вдруг вы первый раз летите, вы выходите, идете на стойку регистрации, фамилию вашу называете, смотрите, вот какой у вас оператор, ему подходите, все, и вам скажут, какой номер автобуса, туда идете, автобус садитесь, и все, и оказываетесь в отеле. Вот, а если частный трансфер, то не забывайте подходить, если у вас, ну, как бы тоже должен быть групповой трансфер, говорить, что вы уезжаете на частном, чтобы вас не ждали. Если вас будут ждать, все вас недобрым словом будут поминать. Так что, ну, мы отдельно у нас все, отели потом. Ну что, ну на улице класс, тепло, где-то под 30-очку должно быть, я в футболке иду. Ой, смотрите, мы приехали, погода распогодит. Ну, вообще красота. Так, вот наш трансфер у нас ждет. Так, по поводу трансфера не пишите, потому что это все Жанна и туристов отправляет таким трансфером. Отдельный трансфер этот не разглашается, к сожалению. Ой, как тут хорошо у вас. Уютно, водичка, массажики, все дела. Do you know this car? This Wi-Fi free, this one Окей, free. Wi-Fi есть, включаешь, все работает. Телевизор, шоу, все, что хочешь. Так, ну вот мы и добрались. О, слушайте, первое впечатление, когда приезжаешь домой, в Турцию сюда. Вот эти запахи, ароматы, пихта, облепихты, красота, горы, бассейны. Просто улыбка вообще. А расплываешься весь в улыбке. Такие ароматы потрясающие. Я даже чемоданы бросил. Все, не нужно нам чемоданы. Горы и ароматы вот эти. Слушайте, запахи потрясающие. Там птицы на входе еще. Там пели песни благодатные. Ой, красота какая. О, как я скучал. Ну и, конечно же, наш прекрасный вид на горы и на сад, по которому я так скучал. Ой, обалденно. Гранат. Скоро зацветут. Поль, красота. Ага. Вообще обалденно, да? Ага. Все зеленые. Так, ну-ка давайте посмотрим, заведет наш китаец или нет. Ни хрена его кошки тут облюбовали на подземном паркинге. Кошачью машину сделали. Черри Тигу 7 у нас, по-моему, уже забыл. Так, она в глубокую спячку ходит, поэтому с ключа открываем. Садимся и посмотрим, на что способен наш китаец. Где-то полгода, наверное, стояла. Пол оборота. Вот красота. Какая. Отлично. Так, сейчас заедем, купим продуктов. Ну, обзорчик потом вам сделаю, тоже устали в дороге. Сейчас чем-нибудь купим поесть, попить. И домой даже в кафе уже не поедем, что-то сил нет. Хотя у нас вон много, кстати, кафешек тут пооткрывалось.